Привет, мои дорогие! Сегодня очень интересные новости, опять же, о фронте, о том, кто что говорит. И сегодня я уже, наверное, первый раз за долгое время покажу вам Зеленого и его суждения, а потом начнем, даже не суждения, а то, чем он скармливает информацию и кому он скармливает эту информацию, мы также разберем. Ну, поехали с заголовка. Это тоже очень интересно. Это представитель НАТО, какой-то там из генералов, заявляет, что война в Украине зашла в тупик и пришло время для переговоров. Мы это также, дорогие мои, обсудим. Поехали непосредственно с заявления Зеленого. Никогда его не ставлю, вы знаете, принципиально. Было отвратительно очень его видеть, лицо, но тут очень нужно для того, чтобы я вот так вот новости построил, чтобы вы все поняли. Слушаем Зеленого внимательно. Там Сурж. Ставка, значить, зрозуміло, що питання щодо полю бою Куп'янськ, значить, до 60 людей русських залишається в Куп'янську, йде зачистка, ми все зачистимо, знаємо, в принципі, дати визначені, вони були на ставці, ділитися такою інформацією поки що не будемо. Лиманський напрямок без змін, бачимо стабілізацію ситуації, Краматорський без змін, Костянтинівка, йдуть бої, ситуація поки що без змін. Добропілля непросто, йде наша операція, продовжується. Главком сказав, що десь 2,5-3 кілометри до Севастопольськ вони ще зачистили, але розуміє Росія, що вона програла там ініціативу повністю і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують. Хватит, дорогие мои. Теперь обратимся к, знаете, к железно-бетонной константе. Это факты. Окей, поехали. Теперь это вот сегодня собрано из украинских телеграм-каналов, дорогие мои. Также сегодня Стерненко выкладывал видео, я вам его покажу, буквально маленький кусочек, он есть у меня в телеграм-канале. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь и на YouTube. Я вам тоже объясню, по какой причине. Потому что при большем количестве подписчиков мне дадут возможность, дорогие мои, чтобы я сюда вставлял аудио для иностранцев. Чтобы они не только читали, но еще и слушали, дорогие мои. Есть некоторые на восприятие слухом лучше. И, дорогие мои, также на телеграм-канал. А теперь... поехали. На запорожском направлении идут позиционные бои в районе Малой Токмачки. Российские войска взяли под огневой контроль логистику ВСУ в сторону Малой Токмачки. Продолжаются тяжелые бои за Приморское и Степногорск. Силы обороны Украины ежедневно перебрасывают подкрепления к ЛБС. Небо перенасыщено БПЛА с обоих сторон. Так, идем дальше. Теперь что он там? Про Лиманское направление говорил, да? Поехали. Там на Лиманском вообще там интересная ситуация. Первое, что это бои продолжаются на территории к дороге Красный Лиман-Ямполь. Второе, ВСУ отступили и с части Кармана. Бои в лесном массиве. ВСУ оставили часть акватории. Противник продвинулся в лесном массиве и ворвался с боями в центральную часть Масляковки. Идут активные бои. То есть ничего не происходит, вы все слышали, да? Везде они там всех отгоняют. Российская армия пытается прорваться к южной стороне Красного Лимана. Продолжаются бои в районе разрушенного моста. В Ямполе продолжаются бои. ВСУ разблокировали дорогу для вывода остатков из района поселкового совета. Мне кажется, там даже им помогли. Пожалуйста, давайте разблокируйте и уходите. Также в МП Ставки продолжаются бои в центральной части в районе школы, клуба, церкви. Северная часть остается за ВСУ. Вы понимаете, откуда вообще эта информация? То есть вот есть вот Military Public, есть админы, которые его создали, да, и они общаются непосредственно с военными. И вот они там позвонили, либо там кто-то им накидал так, не словами, голосовым там накидал, где что происходит, какая ситуация. И они сразу же это выкладывают, дорогие мои. Поэтому эта информация непосредственно, ту вот, которую я читаю, она непосредственно с тех мест. И она очень короткая, как видите. Ну, поехали. Вот Стерненко выложил кадры. Я сейчас прочитаю, что он под этим пишет. Это дорога на Покровск. И ушли в Телеграм. В Телеграме смотрим, потому что за это забанят. Это ужасное видео с дороги в Покровск. И оно находится под полным, дорога имеется в виду, огневым контролем врага.
Каждая единица транспорта, направляющаяся в город, подвергается атакам, пишет Стерненко. Невозможно быстро вывозить раненых, невозможно своевременно подвозить провизию и боеприпасы. Основные потери не на позициях, а на дороге. Частично спасаются НРК и дроны с грузами, но ситуация в целом критическая. Сейчас мы видим то же, что было в Судже. Оперативное окружение с нависанием над последними логистическими путями. То, о чем я вам и говорил по поводу Суджи, когда Россия зашла и Сумы Суджи перерезала на стороне Украины, откуда поступала туда вот кровь, техника, боеприпасы и так далее. Это чтобы вы понимали, чрезмерные потери людей из-за узкого коридора. Дорогие мои, это пишет Стерненко, это же не я. Отдельные наши пехотные позиции уже в тылу врага. Выводов не будет. Пехотинцы армии России, вот он уже так пишет, да, то есть он уже не называет, не обзывает, которые проникли в городскую застройку Покровска на Донеччине, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты. А это уже пишет офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. Ну и дальше еще заявляет Цехоцкий: ситуация очень сложная, иначе ее не охарактеризовать. Враг пытается проникать дальше. Это уже пишет опять же Цехоцкий, дорогие мои. Так что welcome в Telegram и следить за тем, что там именно онлайн. Ну и тоже Яндекс на месте не сидит и готовится к капитуляции Украины, дорогие мои. Начал переименовывать украинские города. Днепр в Днепропетровск, Крапивницкий, тот, который был Кировоградом, стал Елизаветград. Дорогие мои, Яндекс уже ждет, уже есть какая-то надежда. Ну, я вам скажу, что европейские лидеры уже начинают менять риторику, и мы услышим это непосредственно. Днепропетровская область, ударом «Искандер» уничтожены операторы БПЛА, ключевые специалисты и лучшие пехотинцы 35-й бригады ВСУ, которых выстроили для торжественной церемонии награждения. Я сегодня читал вам об этом, что там какой-то журналист ТСН рассказывал о том, что его брат погиб как раз там, то есть где собрали лучших наградить перед смертью, дорогие мои. Не посмертно, а передсмертно, дорогие мои. Так что вот так. Сегодня Орбан тоже молодец, молодчага, топчик. Если кто не знает историю Венгрии, история Венгрии с Россией была не всегда дружна, особенно во время Второй мировой войны. Венгерские солдаты, они очень были жестоки по отношению и как к русским, так и к украинцам, дорогие мои. Но, как показывает трансформация мира, венгры совсем по-другому начали смотреть на этот мир и в особенности на русских. Поехали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не имеет политических, экономических и моральных оснований для финансирования Украины. Сегодня Ермак тоже бьет тревогу, типа, если бабок не дадите, мы оставим фронт. Знаете, есть такие люди, которые именно такие, как истерички. Ну, вот примерно сегодня такой и Ермак был. По данным экономист, Украине потребуется 400 миллиардов в течение ближайших 4 лет, чтобы продолжать войну. То есть у них планы еще на 4 года растягивать войну. Мне, знаете, что в этом всем нравится? Вот это лицемерие, при котором они всем рассказывают о мире, о том, что нужен мир, ну а потом начинают эти вариации мира становиться какие-то более агрессивные. Там мир через силу, то необходим мир, а то... и знаете, это такое, это работает как медиатор, как для внутренней украинской аудитории, чтобы она не сбегала. Это всегда так работает. И Тимошенко, которая приходит и садится и рассказывает, да, что скоро в ноябре уже будет конец войны. А потом какие-то раввины рассказывают об этом. Это все работает как раз эффект вот этой вот ведра и крысы, да, где дают крысе надежду, как и украинцам, чтобы они не убежали в Европу. Просто тотально взяли и убежали. Ну, я же говорю, все поменяется этой зимой. Начнут убегать люди. Уже начинают, поэтому я же говорю. Поехали дальше по поводу этих 400 миллиардов. Да. Оружие, восстановление, пенсии, зарплаты. И снова ожидается, что платить за это все будет Европа. Больше просто некому брать счет на себя.
отметил Орбан. Вот почему Брюссель так взволнован. Вот почему он хочет конфисковать замороженные российские активы, перестроить систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы отвергаем это. Финансировать Украину не задача Венгрии. У нас нет для этого оснований ни политических, ни экономических, ни моральных, добавил он. Орбан подчеркнул, что Венгрия открыто выражает свою позицию и не согласна, чтобы деньги венгров направлялись в Украину. Да, дорогие мои, сейчас этот тренд должен накатываться, потому что вот я и добиваюсь, чтобы мне дали аудиодорожку. Ну, а для этого нужно больше подписчиков, понимаете? Тут больше дела в идее, на самом деле, понимаете? Трансляция мысли. Вот именно трансляция ее. Потому что там вот сегодня считали 30 клон-аккаунтов в этом. Они обманывают людей. Ну, это работает и киберполиция, и какие-то конторы левые, и непосредственно сами СБУ работают для того, чтобы меня очернять, типа они обманывают людей. Но в любом случае они делают трансляцию моей мысли, потому что большинство аудитории, это 99,9% людей, те, которые смотрят новости. А там какой-то маленький процент, которых они обманывают. Так что мне очень это важно, дорогие мои, для того, чтобы транслировать и рассказывать на разных языках всем, что происходит на самом деле, дорогие мои. Ну и вот та статья, о которой я говорил, которую написал Джузеппе Каводрагоне. Это глава военного комитета НАТО. По мнению адмирала, сейчас происходит бесполезная трата человеческих жизней. Они не получают дружественное или марионеточное правительство в Украине, как в Беларуси. Альянс будет оставаться с Украиной до того дня, когда наступит мир, заявил он. Также он заявил, что война в Украине с оперативной точки зрения зашла в тупик. Пришло время для переговоров. Так что, дорогие мои, хочу сказать, на этом лысом сейчас ставим такую маленькую пометочку и переходим дальше. А дальше все это в совокупности сложим вместе. Новые правила теперь, когда вы пересекаете границу с Польшей. С сегодняшнего дня, точнее уже со вчерашнего, кто пересекает границу, обязан пройти сканирование паспортов, вместе фотографирование, снятие отпечатков пальцев, сообщили в таможенной службе. Детей до 12 лет новые требования не касаются, отпечатки у них не берут. Судя по всему, это уже не свежая информация, потому что также говорят непосредственно украинские пограничники, что очереди как раз из-за этого. А теперь переходим непосредственно к Стубу и продолжаем то, что тот говорил адмирал НАТО. Президент Финляндии Александр Стуб предложил Трампу и Путину встретиться на саммите G20 в ЮАР в конце ноября. А теперь давайте разбираем. Мы знаем, что Стуб — это ястреб войны. Прекрасно. Мы знаем, что он не один. И мы видим, что риторика меняется. Почему? Потому что им нужно остановить сейчас войну. И они понимают, что силой они это не сделают. Они сейчас будут всячески пытаться остановить на том месте, где сейчас идет война. И он сейчас будет вместе с остальными уже переходить к плану другому, который им не нравится. И вот этот генерал адмирал точнее об этом говорит. Они говорят о том, что они реально зашли в тупик. Не вся война, а Украина с Западом. Они зашли в тупик, и их надо останавливать сейчас, на том месте, где они находятся. А почему? Потому что миллион раз вам говорил, что Покровск, да, потом открывается весь Днепропетровск. Ну, Днепропетровская область. Второе. Силы истощены. Россия постоянно давит, они постоянно убирают тех, кто устал, обновляют. Там есть ресурс. Я вам показывал видео, где с матом говорил я уже не помню, как его, этого воина, который рассказывал о том, что нету в России чмобиков. Там есть люди и гарматы, да, то есть пушки. И вот эти вот люди и гарматы как раз и решают. Не бабки, не дружба там со 150 странами, а люди. Европейцы не дают своих, они все время говорят на украинцев, которые вообще не замотивированы. Поверьте мне, если Европа вернет этих украинцев, они как-то, знаете, магическим способом окажутся опять в Европе или где-нибудь в другом месте. Это не те люди, которые реально замотивированы воевать. Но Европа также не будет давать. Вы же поймите, в чем хитрость. В том, что они отдают бумаги, на которых они же также зарабатывают.
Вот 400 миллиардов они сейчас ищут, чтобы повоевать еще 4 года и заработать. Но при этом же, еще раз напоминаю, ни один европеец, ни один немец, англичанин, американец, канадец, австралиец, ну есть там дебилы всякие там, переводчики эти австралийские, которые, я имею в виду, из регулярных войск не погибают. Они там не погибают. Туда гробы едут только наемников, и все. Те, которые за монеточкой едут туда. А остальные-то не погибают. Ну, регулярно. Украинцы погибают. И вот этот ресурс сейчас истощается. И он сейчас на грани полной капитуляции Украины. Понимаете? Яндекс же не зря переименовывает. Яндекс надо возвращать. Я думаю, Яндекс не менял название улиц в Одессе, потому что там уже невозможно просто ориентироваться, дорогие мои. Ну и вот вам покращение во Франции. Производство во Франции больше не конкурентоспособно. Это говорит глава Мишлен. Так президент французского производства шин Флоран Манега прокомментировал закрытие заводов в Шале и в Ване, или Ване, не знаю, как правильно ударение поставить, и связанное с этим сокращение рабочих. Ранее Манега отмечал, что производство в Европе в 2 раза дороже, чем в Азии. В контексте высокой зарплаты, налоги, сложно администрированные бизнеса и рост цен на электроэнергию в последние годы. Добились, что весь бизнес поубегал от них. Просто на огромной скорости. Поехали. Знаете, что это, дорогие мои? Это буки российские в Венесуэле. Первый зампред Госдумы по обороне Сергей Журавлев. Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу. Транспортный Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы «Панцирь-С1» и БУК-М2. Сведения об объемах и точных наименований того, что везут из России, засекречены, так что американцев могут ждать сюрпризы. Так что, дорогие мои, пусть их ждут сюрпризы, но все равно они там подготавливаются, они уже там ручки разминают, сейчас мы там Мадуру натянем и так далее. Теперь немножечко кринжатины, да. Катар в 3-й раз пригрозил санкциями по экспорту СПГ в Европу. СПГ это сжиженный газ, дорогие мои. Внимание! Из-за директивы ЕС, которая требует проверять поставщиков на корпоративную устойчивость. А что это значит? Это количество женщин и гомосексуалистов в управлении компанией. Это же просто дичь, я вам скажу. Поехали. Вот Марьяна Безуглая заявляет, что Зеленский лжет о ситуации в Покровске и Купинске, заявила Безуглая. Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купинске. Дальше она пишет, это все сложно, я вам объясню. Что она его считает удобным дураком, которому приносит информацию, якобы эта информация правдивая, и он ей оперирует. И она ему говорит, что он в ту информацию, которую ему приносит, как все украинцы знают, что Зеленский любит теплые ванны. Когда ему устраивают вот эти, или устраивали на рынках еды эти интервью, всегда приглашали только лояльных Банковой журналистов. Потому что был один раз эксцесс, это с Бутусовым, когда Бутусов его там просто нагибал во все эти, и там за все щеки ему раздавал. После этого убирают Бутусовых и всех остальных оставляют вот эту вот чуни в теплых ваннах. Так вот этой чуни и заносит все, что касается по фронту, все ну, как он любит, в его форме, да, в теплых ваннах. И он это читает как удобный дурак, вот это вот все и несет это все. Но опять же, Трамп-то его слушает. Он же не слушает всех остальных, он считает, что там одни дураки сидят. И обвал как раз Покровска и Мирнограда как раз из-за тех офицеров, которые несут ему все как на блюдах, да, с теплыми ваннами, дорогие мои. Вот она об этом как раз и заявляет. Ну, вот в Украину возвращается ковид. Врачи предупреждают о новом штамме. COVID-19 стратус называется, который поражает голосовые связки и приводит к потере голоса. Вот, если вы знаете, Алексей Сказка, это блогер, он как раз также уже переболел. То есть он мне сегодня только позвонил и сказал, что только отошел от этого. Так что будьте осторожны и будьте внимательны. Поехали. Покровск. Наступление. Вчерашнее 03.11.
в 18:00 по Москве. Ситуация. Российские войска продолжают продвижение в Покровске. Ведется зачистка западных районов города. Сообщается о многочисленных очагах возгорания в местах скопления украинской техники. Подразделения ВСУ отступают в направлении реки Гришинка, используя водоем как естественный рубеж обороны. В настоящее время ведутся бои на улицах Шмидта и Нахимова. Танки Т-80Б БВМ, думал БМВ, нет, тут БВМ, наносят удары по позициям противника осколочно-фугасными и зажигательными снарядами, активно применяется беспилотная авиация. Положение украинских подразделений оценивается как критическое. По данным перехватов командования ВСУ был отдан приказ на отступление, однако отмечены случаи огня по своим при попытках покинуть позиции. В украинском медиапространстве заметно смещение риторики, сообщения о перемогах на данном направлении исчезают. Все чаще звучит формулировка о возможном отводе войск на более выгодные рубежи под предлогом сохранения личного состава. То есть они не могут говорить, что мы убегаем. Мы просто просто это самое. Ну и дальше антикриз Зеленского тоже не хочется читать вам, потому что мы его слышали в самом начале. Теперь Ермак запросил военную помощь у стран ЕС и Британии. Ситуация на фронте сложная, ВСУ не способны удерживать противника, а военной техники критически не хватает. На Банковой фактически выставили ультиматум партнерам: если резервы Центробанка России не будут переданы Украине, то мы прекратим удерживать всю линию фронта. Ну, я думаю, это он что-то передознулся немного, потому что если не удерживать линию фронта, это все. Это Россия будет где-то в районе Берегова. Да, Ужгорода, Берегова. Там как раз их будут венгры встречать, на самом деле. Начиная от Мукачева, да, даже от Свалявы начинают. Вот. Ну, по горам, конечно, тяжело будет идти, но в любом случае я вам скажу, что это если там Ермак скажет, что все, денег не дали, забирайте ее уже, кто там может. Так что, дорогие мои, еще есть вот заявление, что Белоруссия готова развернуть своих миротворцев в Украине в рамках соглашения о завершении войны. То есть уже есть какие-то наметочки, дорогие мои. Ну и я думаю, на этом хватит. Да, на этом хватит. 22 минуты, дорогие мои, потому что уже и так достаточно информации, чтобы мы понимали, что на самом деле сейчас происходит у нас на фронте. Мирный трек сейчас будет происходить. Потому что он будет сейчас вот именно как антикриз. Они будут уходить в мирный трек. Денег нет. То есть Бельгия, Франция и Италия против давать им бабки, потому что потом они будут отвечать. Ну, я же вам говорю, у французов и итальянцев достаточно активов в России. Терять они их не хотят. А Бельгия, понятно, что она не хочет, чтобы потом ее нагнули и забрали у нее. Или чтобы они там умирали в долгах перед Россией. Окей, дорогие мои, обязательно подписываемся. Обязательно, потому что нам нужно перейти уже к новому левелу, да, для того, чтобы получить возможность загружать аудио. Я могу только загружать субтитры, а аудио я не могу загружать. Поэтому мне нужно его загружать. Это аудио, и люди на разных языках будут это слушать. Подписываемся обязательно, дорогие мои. И я вас всех обнял.